У нас там, наверное, на каждой песне отдельный композитор. Мы еще сами в поисках даже жанра, стиля, в том плане, как себя позиционировать именно с авторским материалом. У нас, если вы послушаете наш альбом, который есть в iTunes, называется «Альбом 1» Мэтсон, там все песни вообще разные. Нас кидало в сторону прям какого-то совсем эпоса героического, то прям совсем такой, знаете, кей-поп. Очень пестрый альбом получился. Ни одна ставка не сыграла. Я не знаю почему. Либо это вина того, что мы плохо продвигали наш альбом, либо просто альбом вышел плохим. Да, у нас вот с этим пока что проблема. Мы не хотим прям стать совсем Иль Диво, хотя, допустим, мне это очень нравится, мне это прям по душе. Но не всем по душе у нас в группе быть вторыми Иль Диво. Но то, что делают они, я ответственно могу заявить, мы это делаем лучше, чем они. Я это говорю не как солист, участник группы, а как звукорежиссер, который работает над материалом группы, который видит все изнутри. Мы это можем делать лучше, но мы хотим это делать здесь, у нас, да, и стать таким, так сказать, азиатским Иль Диво. Петь все, петь мощно и долго. Ну, так как уже их было немало, я, по идее, готов на все, потому что мы исполняли, начиная там от религиозных каких-то песен, народных, рока, соула, попсы, ну, эстрадных каких-то песен. Мы исполняли непосредственно, очень много исполняем из мюзиклов. Это вот как раз-таки самое такое приближенное к кроссоверу. Элтона Джона, Элвиса Пресли, Битлз даже пели. А сама стилистика, она, да, вот очень разнообразна. Нельзя сказать, что классический кроссовер – это вот такой стиль. Нельзя сказать, потому что это понятно от наших слушателей, которые первый раз нас слышат, и вообще они не понимали до этого, что такое классический кроссовер. Они, наверное, долгое время не могут понять, что это такое, а потом в какой-то момент они понимают, что это очень обширное, очень широкое, что в этот жанр можно впихать, я не знаю, все, что угодно. Но оно очень музыкальное, очень широкое, и аудитория здесь может быть разная. Потому что у нас бывало такое, что к нам приходили люди, говорили, что вы знаете, у меня в жизни случилась очень такая там трагедия, я ушел в глубокую депрессию, я не знал, как из нее выйти. Вот оставались считанные дни, я вообще там кто-то, ну, не дай бог, конечно, кто-то хотел покончить там с собой, и кто-то говорил, что вот вы меня обратно вернули к жизни. Мы такие стоим, не знаем, что сказать, думаем. Ну, в этот момент действительно не знаешь, что сказать. Мы такие, спасибо. Спасибо, что вы с нами, мы всегда с вами. Наше творчество вот как раз-таки мы хотим таким образом дарить людям какой-то свет, какой-то луч, и всегда, мне кажется, в наших песнях мы призываем к доброте, к честности и к любви. Допустим, для нас, мне кажется, если он был жив, конечно, он тоже считается автором же, Батырхан Шукенов. Он автор многих своих песен. Конечно же, нам хотелось бы с ним, но, к сожалению, его уже нету с нами. А из казахстанских очень мало кто может писать в этом направлении, в этом стиле. Да. Кстати, Батырхана Шукенова, тоже можно отнести к кроссовер-исполнителю. Потому что у него очень такие разноплановые тоже композиции. Мы пробовали с разными композиторами работать. Вот, мне кажется, 90% композиторов мы пробовали. Кто-то нам сразу говорил,
слушайте, я в этом жанре ничего не могу сделать вам. Кто-то говорил, я попытаюсь, но попытка была не очень. Бывало, что люди сами приносили нам песни. Там Ну были вот, и смешные песни, да. да, были прям совсем смешные песни. К некоторым особенным композиторам мы прям, ну, как бы пытались найти подход, но не получилось. То есть, видите, тут есть такой момент, ну, он есть, наверное, в любом менталитете, но именно в нашем он особенно выраженный. То есть тебя не будут воспринимать всерьез, пока ты там где-нибудь не прославишься. Поэтому вот мы приходим, мы вроде бы уже такая состоявшаяся группа, уже 5 лет вместе, ну вот на тот момент. Там X-Factor казахстанский прошли. Ну, вроде бы история у нас есть. Но ты приходишь к человеку, к большому композитору, а он на тебя вот так свысока и говорит, что ты хочешь? Говоришь, вот песню хотим. Ну, я вам перезвоню, и все. То есть, ну, как бы не воспринимает. Ты можешь даже много денег ему предложить, а он скажет, ну, как-то неинтересно мне это. Поэтому вот это ответ на многие вопросы, почему нам нужен конкурс. Как только там какая-то небольшая вспышка происходит за рубежом, сразу видите, все зовут на съемки, на телевидение, там куда-то задают вопросы в формате, а знаете, мы в вас всегда верили, вообще классные такие. На самом деле, вот эта ситуация с пандемией, она должна была стать просто гвоздем, последним гвоздем в гроб группы, потому что, ну, сами подумайте, вот мы жили счастливо, ну, в плане того, что у всех есть семьи, дети. Мы работали до пандемии, имели хороший заработок, строили какие-то планы. У нас были планы грандиозные на 2020 год, связанные с Китаем. Потом это все исчезает. Ни денег, ни планов. Сиди дома. А чем заниматься? И на этом фоне многие коллективы распались в Казахстане. Ну, больше половины распалось коллективов. И в нашем жанре, и в другом жанре. Они просто исчезли. Люди пошли работать доставщиками, таксистами, потому что больше ничего не могут. Могут только петь, танцевать и так далее. Потом, когда вот наступил 21 год, немножко все приоткрылось. Новая волна. Продюсер говорит, вы что, поедем? А мы как бы уже такие, знаете, чуть-чуть. Ну, не знаю, ну, посмотрим там. Получится. А вдруг не получится опять? Снова для нас это будет такой как бы удар эмоциональный. Да, третий раз. Да, и нам тут говорят, а там ведь Димаш будет сидеть. И мы так сразу, ну все, едем. Это было классно. Эта идея родилась спонтанно. Я посмотрел на наш YouTube-канал, уже почти 50 тысяч подписчиков, большинство людей из России. Я говорю, давайте сделаем план встреч. Безумно приятно было их увидеть вживую. Там было примерно человек 50-60 примерно. Зал небольшой был, такой конференц-зал. Там мы выступили, у нас была большая автограф-сессия. Я себе представляю так, что это будет 4 статных, аккуратно одетых, с хорошими прическами, 4 парня, которые поют на большой сцене, у которых на глазах слезы, и они понимают, что, ну, после выступления, в смысле, на глазах слезы, и они понимают, что сбылась та часть сценария, которого они очень долго ждали. Мне кажется, Да, Сегодня вообще звучат самые такие оригинальные вопросы. Мы вот сколько интервью даем там, особенно после Нового Волны, у нас вопросы одни и те же. Почему там, какие песни поете, соперники, там, почему мы это там. У вас сегодня вопросы прям такие, знаете, надо подумать. Прям. Да, заставляют задуматься. Вопросы такие, да. Как я вижу. То есть я вообще готов на любые эксперименты. Я в этом плане очень свободный человек. На самом деле мы не знаем, насколько там глубокая кроличья нора, как там будет дальше. Вот. Мы как раз сейчас находимся на самом пике физическом, в плане голоса. Мы и возмужали с тех пор, слушая старые записи или видео пересматривая, это сразу видно.